Наше утро началось со сломанного замка. Маме больше нравится этот пляж, а вот мне, наоборот, больше нравится наш пляж. Жить, вот, конечно, я считаю, что нужно только в Дуандонге. Да, и так, а у меня сумка большая, тяжелая, с вещами. Главное не утопить телефоны. Ну иди давай, я сейчас спущусь. Это отель, у него практически нет пляжа, и там по берегу не пройдешь, будем обходить. И нужно быть очень осторожными, чтобы ни на кого не встать и так далее. Так как когда проходит дождь, то они все выползают, и их становится прям очень много. А погода меняется, синоптиков слушать здесь вообще нельзя, потому что они врут. Ходит бесплатный автобус в Гранд Волк. Как вы считаете, есть сходство? Снег идет, как настоящая зима. Наше утро началось вот с такой маленькой неприятности. У нас замок накрылся, личинка раскрошилась, и вот нам сейчас его ремонтируют и будут вставлять новый. А мы подождем, когда это сделают, и пойдем на пляж. А теперь мы не можем выйти на пляж, потому что у нас нет замка в двери. И это, наверное, надолго. Мы идем в сторону Лонг-Бича, дальше от нашего пляжа. Там более дикие места и нет людей. Утро, и в море очень много рыбацких лодочек. Дошли до тупика, и вот этот отель, у него практически нет пляжа, и там по берегу не пройдешь, будем обходить. Мы решили не обходить. Короче, тут такое здание, большой отель, и через него нельзя по пляжу пройти к другому куску пляжа. И мы решили сократить себе время и пойти по воде прямо здесь отсюда. Да, будем сейчас тащить. Да, и так, а у меня сумка большая, тяжелая, с вещами, главное не утопить телефоны. Ну иди давай, я сейчас спущусь. Преодолеваем препятствия. Здесь опять тяжело пройти. Заборы. И там вот дальше уже нормальный пляж, и мы идем еще дальше. Очень многие отели, у которых практически нет пляжа, или пляж вот такой вот напичканный чем-то. Мы уже ушли в более такое далекое место. Здесь начинается Лонг-Бич. Он очень протяженный пляж. Здесь немного людей, многие приходят сами, дикарем на своих подстилочках. Мы совсем рядом с аэропортом. Каждые 5 минут садится новый самолет. И вот если вы любите за этим наблюдать, приходите сюда. В этом видео хотим поделиться с вами впечатлениями об острове. Мне очень нравятся пляжи на Фукуоке. Они все очень шикарные. Они песчаные, пологий заход в воду, чисто, пальмы, зелень, много теней. Вот то, что я люблю. Вообще это пляжный отдых, вьетнамский Фукуок. И сюда многие едут именно из-за пляжа. А еще вот про покупки и магазины. Самый большой гипермаркет на Фукуоке — это Кинг-Конг, который находится прямо возле нас. От нашего отеля до него идти буквально 5 минут. И многие из других городов, Сансет Тауна и так далее, ездят на автобусах именно сюда, к нам. Это большой супермаркет, где есть абсолютно все. И, в принципе, в округе мы не видели еще более таких больших. Там достаточно большой ассортимент и в сувенирах, и в еде, и в одежде, и так далее. И поэтому советую жить именно в Дуандонге, точнее выбирать отели тут, их тут очень много. И, в принципе, это центр Фукуока, можно так назвать. И еще большой плюс, что именно тут в Дуандонге очень много магазинов, кафешек, сувенирных всяких штучек. Очень много магазинчиков с вещами, с одеждой, обувью и так далее, чего в Украине в данный момент еще нету, не найти разные сумочки. Да, я поправлю немножко, что здесь много таких товаров для девчонок именно, которые у нас еще не завозят. Ну, конечно, они появятся, они есть, у нас можно заказывать там на всяких сайтах типа Алиэкспресса. Вот, ну а здесь ты идешь, получается, и начинаешь скупать это все, видишь, глаза разбегаются. И тут всегда можно вкусно найти, где поесть, хотя я не советую идти в национальную вьетнамскую кухню, а лучше искать что-то более приближенное к европейской еде. Ну, мне заходят, в принципе, некоторые вьетнамские кафешки, да, некоторые, там, где морепродукты. И мы можем вам, возможно, посоветовать несколько кафешек, в которых мы ели все эти 2 недели.
Это вечерний рынок уличной еды. Вот сейчас сделаю антирекламу. Видите это место? Барбекю сверху написано. Я купила здесь креветки на гриле. С виду такие красивые. Поела, и ночью через пару часов сначала у меня поднялась температура до 39. Потом началась рвота. Потом я начала терять сознание, и я побежала на ресепшн, чтобы маму спасали. Что маме плохо, мама лежит без сознания в коридоре. У меня со рта шла пена. Меня забрали в одну больницу. Я уже это смутно помню. Потом меня перевезли в реанимацию. И вот здесь вот я уже отхожу. 8 капельниц в 2 руки было одновременно. Это реально очень страшно, потому что так хреново мне вообще никогда в жизни не было. Думала, что помру. Врач сказал, что это местная инфекция, и если в первые сутки не начать капать, то летальный исход, к сожалению. Вот такой вечерний рынок. А еще здесь очень много разных насекомых, потому что это Азия. И в первый день, когда мы сюда приехали, мы зашли в туалет, там оказалось, что все стены были в сороконожках. И я сейчас их очень боюсь, в общем-то, всех насекомых. Так что тут с этим, так вот, тут борется очень много живности. И нужно быть очень осторожными, чтобы ни на кого не встать и так далее. Так как когда проходит дождь, то они все выползают, и их становится прям очень много. Хороший очень пляж, этот Лонг-Бич. Здесь реально так свободно. Домики, пальмы. Красота. Море теплющее. Сейчас вот в Южно-Китайском море температура воды где-то 29 градусов. Маме больше нравится этот пляж, а вот мне, наоборот, больше нравится наш пляж и пляжи с пальмами и с разными шезлонгами, потому что для меня там удобнее. Там есть небольшая такая штука, что когда дует сильный ветер, зонты могут просто попадать кому-то на голову. Да, и мы вчера видели, как мужику одному этот зонт деревянный прилетел и просто снес полчерепа. Все было в крови, вызвали ему скорую. Мы как раз ушли, уже не стали дожидаться. А второй зонт летел на меня, но я успела его поймать. И вот шквальные ветра бывают иногда здесь опасны. Сегодня солнышко, погода меняется. Синоптиков слушать здесь вообще нельзя, потому что они врут. Читаем, что будет дождь, ливень целый день. Выходим в итоге на пляж, солнце. Где этот ливень? Непонятно. И так каждый день. Из того, что нравится, еще хочу дополнить. Жить, вот, конечно, я считаю, что нужно только в Дуандонге. Это самый большой город на острове, и здесь инфраструктура очень развита. И также развито транспортное сообщение. Лучше всего, чем в других местах на острове. Вы можете взять мотобайк в аренду. Примерная стоимость 150 тысяч донгов в сутки. Но если вы не водитель или если вы боитесь, то здесь есть автобусное сообщение. И автобусное сообщение, можно сказать, в какой-то степени неплохое. Ходит бесплатный автобус в Гранд Волт. Это большой район, там есть улица Венеция, вот здесь вот покажу, где лодочки плавают. Вечером там просто шикарно, очень красиво, огни, это все светится, работают куча кафешек и ресторанов. И реально вот интересно погулять. И этот автобус курсирует практически каждые 10-15 минут, ходит до позднего вечера, и это очень удобно. И также на нем вы можете добраться бесплатно в сафари-парк, в Дин Вондерс и еще в несколько таких мест, например, на ночной рынок с морепродуктами. Вот, ну это классно. Добавлю про ночной рынок. Это мне попались такие бессовестные продавцы, а вообще там очень много вкусного всего можно найти. Вот такой нам стае нужен маленький байк, чтобы она сзади сидела отдельно. Это такое для ребенка именно место. Ну, вот это нормальный средний курс получается. $100, 2 миллиона 535 тысяч. Купили вот такую вот палку за 300 тысяч донгов. Сейчас будем разбираться, как цеплять телефон, потому что мне не нравится. Не могу перевернуть, короче, на другую сторону. Там пульт еще есть, и через Bluetooth можно подключить. Превращается вот в такой штатив огромный. А мне кажется, это и есть штатив. Вот так вот ставится сюда телефон, весит. Через какой-то отель прошли на пляж. Вернулась бы я еще раз на Фукок? Наверное, нет, потому что мы здесь уже все видели. А во Вьетнам однозначно да. Это мой любимый пляж, недалеко от нашего отеля. Здесь всегда немноголюдно, пальмы красивые, такая вот кусочек природы. И можно взять шезлонг за 200 тысяч донгов. Ну, мы обычно лежим на подстилке, но сегодня вот лежим на шезлонгах, и никто к нам не подходит. Я люблю кокосы.
И Тая любит. Вот прям на пляже здесь можно брать. 30 тысяч донгов. Сейчас она нам его разделает как-то. Дырочку пробила. Можно не доставать? Как они это все быстро делают здесь. Тая уже собиралась идти в бар соседний за кокосом. И тут сама к нам подошла девочка. Трубочку даст, она должна дать. Ух. Тут очень классные фрукты, и вот на пляже можно взять кокосы и все остальное. Мы хотим в Одессу привезти, но мы уже не знаем вообще, куда класть фрукты и так далее. Ну, вручную кладь. Я уже думала взять коробку специально, они ж упаковывают здесь. Вот. Кокос нельзя провозить в самолете, да, вообще нигде, ни в одной стране. Но я хочу взять манго и ананасы. Классный. Он не холодный, потому что в барах, везде в ресторанах он сильно охлажденный, у меня сразу горло. А здесь прям такой класс. Сегодня самая классная погода. Ветерок, не так жарко. Тая вообще уснула, по-моему, а я пойду на массаж сейчас. Так? Наоборот. У меня сегодня сугубо массаж ног. Не хочу все тело. Сейчас. No. Only leg, okay? Yeah. Okay. 150-200 тысяч. Шезлонги на пляже любого отеля. Они здесь готовят. Класс. А можно выбрать, что ты будешь, да? Наверное, так, наверное. Кальмар 150. В пляжном ресторане «Пятерки» вот меньше шансов травануться, это однозначно. Можно спокойно ужинать. Такой приятный у нас отельчик, мне очень нравится. Как такой маленький уголок джунглей. Неподалеку от нашего отеля есть вот такая шикарная пиццерия. Здесь очень красивый интерьер, меню хорошее, цены неплохие. И так вот вечером приходите, знаете, уютно. У них свой сад, они сами выращивают зелень для пиццы. Это все можно увидеть, как они готовят за стеклом. Мы после пляжа домой не заходили и будем сегодня ужинать в этом красивом ресторане европейском. Тайна мнение, она любит сюда ходить. Потому что вьетнамскую кухню она не любит. К нам подбежала девушка, положила листик и убежала. Здесь изображение, как будто это Тая. Таю нарисовали. Как вы считаете, есть сходство с Таей? Маленькими кусочками порезали. Здесь стоит дуйка и надувает искусственный снег. Он как настоящий с виду. Реальная зима.